Всем привет! Мы продолжаем путешествовать по Турции, и на этот раз, следуя своей мечте, мы приехали в сказочную Каппадокию. А чем же она такая сказочная, скоро увидим. Гирымым – главный туристический центр Каппадокии. Это небольшой городок с незатейливым бытом, бутик-отелями и ретро-автомобилями, находящийся посреди большого природного парка. И самый верный способ оценить его величие и масштабы – это подняться на смотровую площадку, откуда весь город будет виден как на ладони. Так что в путь, выдвигаемся на разведку. Sunset Hill – лучшая обзорная площадка с панорамными видами на город и его окрестности. Один из способов добраться до этой смотровой – обойти гору с левой стороны и далее по тропам подниматься наверх. По дороге встречаются голубятни и небольшие усадьбы с лошадьми. Маршрут очень живописный и займет совсем немного времени и сил. К тому же проход на вершину с этой стороны бесплатный, в отличие от другого входа с городом. Это место очень популярно у туристов. Вечером все собираются и встречают закат, любуясь городом и невероятными пейзажами, да и просто весело проводят время. А по утрам это место становится одной из лучших площадок на обзор воздушных шаров. А еще отсюда открывается вид на знаменитые пещерные отели, которые являются одним из главных символов Гирымым. Смотровая площадка является центром притяжения многих гостей города. В первую очередь, конечно, из-за ее доступности, невероятных видов и атмосферы. Это то самое место, где можно отдохнуть и набраться сил, забыть обо всем и просто наслаждаться моментом. После заката никто не торопится уходить, ведь ночной Гирымым по-своему волшебен. Повсюду загораются огни, подсвечиваются причудливые скалы, а виднеющаяся вдали крепость Ухчисар становится похожей на вулкан с растекающейся лавой из уличных огней.
Yaklaşık 2 var yükselişte. Вместе с первыми лучами солнца встретить рассвет на воздушном шаре – главное приключение в Каппадокии. Приятно удивилось, что это не просто заурядный полет, а специально продуманный маршрут, в котором капитан воздушного судна постоянно контролирует высоту и направление, то спускаясь, то поднимаясь над живописными долинами Каппадокии, близко приближаясь к всевозможным скалам и деревьям. Sunrise, good morning everybody. Good morning! Yes, sunrise now. Landing. 10 minutes. I just feel this on my thigh. Полет подошел к концу, и мы приземлились прямо посреди пшеничного поля. Перед посадкой нужно присесть и крепко держаться за корзину. Дальше пара несильных ударов о землю, шар останавливается. И все, опасность позади, можно выдохнуть и расслабиться. राज कहाँ लेना इधर ले Flight and then flight after ceremony. Şampanya shower time. Peki patlamayabilir. Kendi geliyor. guys come here Mohi come here Everyone ready? One, two, three. Рассвет завершается веселой послеполетной церемонией с детским шампанским и зарядом настроения на весь день, который только-только начался. Знакомство с Каппадокией продолжим в рамках так называемого красного тура, который включает в себя посещение нескольких популярных локаций в окрестностях города Герюмем. Маршрут начинается у подножия города-крепости Ухтисар со смотровой на причудливые скалы, которые еще называют волшебные дымоходы и камины фей. К ним еще вернемся в отдельном сюжете, а пока заглянем на знаменитую долину любви. Это название произошло от причудливой формы скал, над которыми любят шутить местные экскурсоводы. Над этой долиной пролетают воздушные шары, проводят конные прогулки, проходят пешие тропинки. А в составе красного тура вас просто привезут на верхнюю смотровую площадку с открывающейся панорамой на живописные виды долины. Имейте в виду, что если едете с экскурсией, то половина всего времени уйдет на ненужные заезды в какие-нибудь магазины и мастерские. Поэтому лучше продумывать путешествие самостоятельно. Куда-то можно дойти пешком, а куда-то можно доехать на автобусе. развлечение иди сюда иди.
Каппадокия – это музей под открытым небом. В долине Дервент или долине воображения в причудливых формах скал можно разглядеть фигуры различных животных. В долине монахов посетить древний монастырский комплекс, а в долине Пышабак найти скальные образования, похожие на грибы, в которых когда-то жили монахи. Каппадокия не перестает удивлять, открывая свои волшебные места, больше похожие на иллюстрации к сказкам. Our space of region and they mix together with white clay and clay. Добраться до Ухтисара несложно. Всего 10 минут на автобусе от вокзала в Герюме. По прибытию возле остановки в Ухтисаре можно найти очень неплохой сувенирный магазинчик, прикупить что-то на память и двигаться дальше, к центру города. Местность напоминает больше деревню или дачный поселок. Стоят телеги с навозом, бегают курицы, а вдоль дороги растут садовые деревья. Так, а что это за гигантский муравейник? Да еще какой! Самый высокий во всей Каппадокии. Это крепость Ухтисар, которая входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ее сложно не заметить, она видна из многих точек Каппадокии. Внутри крепости сохранились лишь некоторые комнаты и помещения, доступные для туристов. Внутреннее убранство комнат очень скромное. Для полок и кровати просто вырубали ниши в стенах, а для связи с другими прорубалась сеть ходов и коридоров. Так со временем заселили всю скалу. От крепости можно спуститься по тропинкам в очень сказочное местечко. Дорога сама по себе небольшое приключение. С каждым шагом все больше и больше погружаешься в этот диковинный мир, и бонусом в конце пути станут невероятные виды на огромные скалы-муравейники.
Гюреме у многих отелей на крыше расположена терраса, откуда удобно наблюдать за фестивалем воздушных шаров. Пролетают они прямо над головой. Зрелище просто невероятное. Самое главное — встать пораньше. А про сон можно забыть, ведь высыпаться в Каппадокии — непозволительная роскошь. Hey! Congratulations! Only the couple of you! Oh! Wow! Wow! Enjoy! Хороший вариант устроить себе самостоятельное путешествие – это отправиться в поход по знаменитой долине Голубей. Тропа берет начало за поселком Мукчесар и протягивается вдоль каньона до самого Гюреме. Нужно лишь найти правильный вход в долину и не свалиться с ног во время спуска в каньон. Судя по песку, который здесь проходит, кажется, что раньше здесь была речка. Летом остается только небольшой ручей, который легко преодолеть. А вот весной или в дождливый сезон здесь лучше не проходить. Иногда попадаются следы цивилизации. Пройдя участок с ручьем, тропа повернула в сторону садов, где нам повстречалась группа туристов и, как оказалось, единственная за весь маршрут, который, между прочим, протягивается более чем на 4 километра. По дороге часто встречаются абрикосовые деревья, в тени которых можно отдохнуть и перекусить, и даже набрать немного фруктов в рюкзак. Примерно на полпути нужно выбраться из одного каньона и перейти по плато на другой, вдоль одной из тропинок. С плато открывается панорама на живописные горные массивы в красивых постельных тонах. Розовые, белые, просто фантастические виды. Страшный и темный туннель заставил немного напрячься и засомневаться, в правильном ли мы направлении проходим маршрут. К счастью, туннель оказался непротяженным, примерно 100 метров, и выходил на садовые участки, но уже в знакомых окрестностях Гюреме. А это значит, что маршрут пройден, и совсем скоро дойдем до своего отеля с наградой из абрикосов, которые собрали в долине. Напоследок посетим Аванос, отдохнем на берегу реки и будем прощаться с Каппадокией.
Дальше новые путешествия. Оставайтесь с нами, скоро увидимся снова.